Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня хочу связать с вами вот такого вот маленькую такую собачку корги. Вчера попросила у вас помощи, вы очень хорошо откликнулись, огромное вам спасибо, потому что иногда вяжешь игрушку и она не можешь определиться, вот, но вы очень мне помогли, я вам очень за это благодарна, за то, что вы откликнулись, помогли мне определиться и за то, что так поддерживаете меня. Очень много теплых слов было. Спасибо вам огромное. Сейчас я держу в руках, это третий вариант. Это вот такая вот вытянутая большая мордочка. Этот вариант вам не понравился. Это второй вариант, только уже связан с другой пряжи, потому что та игрушечка уже была продана. Я связала с вот такой вот темно-рыжей пряжи. Это маленький брелочек небольшой. Как я уже говорила, я здесь сделала правильную схему, так как нигде у меня не получалось, везде было косо, но это пробные варианты, этот вариант нравится. Еще я сделала язычок, с язычком тоже он поинтереснее будет. Ну и связала именно вот такой вот второй вариант, который вы все дали мне понять, что именно второй вариант был самым удачным. Вот, и теперь мы будем с вами в мастер-классе именно вязать вот такой вот второй вариант этого корги. Размер этого брелочка 9 сантиметров. Вместе с ушками 9,5. В комментариях еще было сказано, что пряжа не подходит, что нужно рыженькую пряжу. Я пересмотрела, конечно, очень много у меня разных видов рыжей пряжи. И покажу вам, какие цвета я брала на вот этих вот собачек и какой я буду использовать в мастер-классе. Так, смотрите, у меня несколько оттенков рыжей пряжи. Вот этот вот песик, о котором вы сказали, что он ну, немного не такого оттенка, хотя это тоже такой вот с рыжеватой, это бежевый, я так поняла, что это бежевый с рыжеватым таким оттенком. Это тоже турецкая пряжа, 100 грамм на 120 метров, но вот она идет без номера, ну, то есть просто выбираешь по цвету. И вот она тоже идет с рыжинкой, вот такая вот у нас получается, вот такая расцветка. Но вы все сказали, что некоторые написали, что нужно взять другой цвет. Значит, этот цвет мы убираем. Теперь вот эта собачка связана с Дольче. Вот такого вот цвета. Цвет это 778. Ну, мне тоже показалось, что она какая-то темноватая. Темноватая для этой собачки. Вот, ну, тоже можно воспользоваться, в принципе, тоже имеет место быть, тоже интересно вариант связан, но она немножко потемнее, видите? И вот идеальный цвет, который я нашла, тоже у меня будет это Дольче на 100 грамм 120 метров, у меня вся пряжа на 100 грамм 120 метров. А вот, и цвет 854. Я думаю, этот цвет очень хорошо подойдет для этой собачки. Давайте ее свяжем. Я буду в мастер-классе вязать именно с вот этой вот, с вот такого вот оттеночка. Значит, я взяла Дольче, рыжий цвет, и белый. Это у меня тоже Дольче, но белый цвет есть в любом производителе, где на 100 грамм 120 метров. Дальше нам понадобится крючок 4,5. Маркер, понадобятся глазки, обыкновенные черные 10 миллиметров. Также я взяла носик. Носик можно брать, у меня вот здесь вот такой специальный, как для, я беру и для мопсиков, и для корги я взяла. Но дело в том, что если у меня не было, то я брала обыкновенный треугольничек, обычный треугольник. Вот это носик размером 10 миллиметров на 7 миллиметров, 10 на 7. Вот такой вот носик взяла. Дальше нам понадобятся ножницы, иголка.
для сшивания отверстия. Также нам понадобится обыкновенная черная ниточка для вышивания ресниц, для вышивания бровей и для мордочки. Обычная черная ниточка. И также понадобится немного красной плюшевой пряжи для вышивания язычка. Ну и также нужен холофайбер. Все, давайте приступим. Итак, я начинаю с белой пряжи. Набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю я провязываю 6 столбиков без накида. Но каким образом? 1, 2, 3. Четвертую я не довязываю, присоединяю рыжую пряжу. Заканчиваю 4-ю петельку рыжей. И 5-й столбик я провязываю рыжей пряжей. Тоже провязываю не до конца, так как один столбик нам нужно провязать. И вяжу, заканчиваю белой. И сюда же в кольцо провязываю 6-й столбик без накида. Вот так получается у нас первый ряд. 6 столбиков без накида в первом ряду. И 5-я петелька у нас идет рыжая. Теперь второй ряд. Второй ряд, все прибавочки подряд. Провязываю первую прибавку. И ставлю маркер в первый столбик. Первый столбик первой прибавки. Первая прибавка. Дальше вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая прибавка. И последний столбик я не довязываю, меняю ниточку на рыжую. Вот, провязали мы 4 прибавки. Пятую прибавку я буду вязать рыжим цветом. Провязываю 1 столбик без накида. И сюда же 2-й столбик без накида не довязываю, меняю на белую. Вот мы провязали прибавку. И последнюю прибавку я провязываю белой пряжей. В конце ряда у нас получается 12 столбиков. И 5-я прибавка у нас рыжей пряжей. Дальше 3-й ряд. 3-й ряд снимаю маркер и провязываю белой пряжей. Столбик без накида. В следующую прибавка. Это первое повторение. Дальше столбик без накида. Прибавка. Второе повторение. Дальше столбик без накида. Прибавка. Это 3-е повторение. 3-е повторение. Дальше столбик без накида. И вот в белую петельку провязываю прибавку. Только 1-ю петельку я провязываю белой, а 1-ю петельку я провязываю белой. Не до конца, меняю на рыжую. Меняю на рыжую. Вот так. И в эту же петельку я провязываю 2-й столбик без накида, но уже рыжей пряжей. И в этом столбике у нас 1 петелька белая, а 2-я рыженькая. И вот прибавочка наша. Дальше в следующую петельку я провязываю столбик без накида. В следующую петельку я должна вязать прибавку.
Прибавочку будем вязать. Но каким образом? Провязываю столбик без накида и вяжем тут же хвостик. Набираю 1, 2, 3, 4 воздушные петельки и 3 столбика без накида по цепочке со второй петли. Вот, провязала я хвостик. И в этот же столбик провязываю следующий столбик без накида. Вот такая у нас прибавочка. В один столбик и хвостик, и прибавка. Дальше провязываю до конца ряда столбик без накида. И прибавка в последнюю. Вот такая у нас должна получиться. Вот такой вот у нас третий ряд. В третьем ряду у нас получается 18 столбиков. И вот такая получается у нас деталь. Вот такая получается деталь. Провязан третий ряд, 18 столбиков. Итак, начинаем вязать четвертый ряд. Снимаю маркер, продолжаем вязать уже рыжей пряжей. Уже белой не будем вязать, мы ее не обрезаем, мы будем вязать лапки, поэтому мы ее не обрезаем. Продолжаем вязать рыжей пряжей. Провязываем первый столбик и ставлю маркер в первый столбик. Дальше второй столбик. Второй столбик я провязываю не до конца, меняю на белую и будем вязать ножку. В следующую петельку я провязываю шишечку, которая состоит из 4 столбиков с накидом. 1, 2, 3 и 4. 5 петелек на крючке провязываю вместе. Дальше воздушную петельку я вяжу рыжей пряжей. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Четвертую провязываю не до конца, вяжу следующую ножку, меняю на белую и провязываю ножку. Шишечка, которая состоит из 4 столбиков с накидом. 3 и 4. 5 петелек на крючке провязываю вместе. Воздушную вяжу рыжей пряжей. И теперь до конца ряда я провязываю 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. До хвостика загибаю хвостик. 7, 8, 9 и 10. Вот мы провязали с вами четвертый ряд. Вот такая получается у нас деталь. И теперь пятый ряд я провязываю 18 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Первый столбик я ставлю маркер. 2. За воздушную петельку 3, 4, 5, 6, 7. Восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Вот такая получается нижняя часть собачки. Провязаны уже ножки и хвостик. Теперь шестой ряд. В шестом ряду провязываю 12 столбиков без накида. В первый столбик ставлю маркер. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше провязываю 2 убавочки подряд. И в конце ряда провязываю 2 столбика без накида. Провязали мы 6-й ряд. В 6-м ряду у нас получается 16 столбиков. 7-й ряд. В 7-м ряду провязываю 1-й столбик, ставлю маркер. Дальше провязываю 2-й не до конца. Меняю на белую. И провязываю ножку, верхнюю лапку. Тоже шишечка, точно такая же, как и нижняя лапка, которая состоит из 4 столбиков с накидом. Пять петелек на крючке провязываю вместе, вяжу воздушную рыжей пряжей и дальше вяжу 1, 2, 3, 4, 5. 5-й столбик не до конца вяжу, меняю на белую. И теперь следующую петельку я провязываю последнюю 4-ю лапку, которая это шишечка, которая состоит из 4 столбиков с накидом. 5 петелек на крючке провязываю вместе, провязываю воздушную. И до конца ряда провязываю 7 столбиков без накида. Один, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот такая деталь получается. Теперь 8-й ряд. Итак, 8-й ряд. 8-й ряд, все 8 убавочек подряд. Я убавочки делаю за обе стеночки петли. Вот так вот вытягиваю петельки, 3 петельки на крючке, провязываю вместе. Мне так удобнее, потому что деталь маленькая и не очень удобно за задние стеночки. Ой, за передние стеночки. Дальше здесь 2-я убавка. Все время за обе стеночки. 3-я убавка. 4-я. 5-я. 5-я убавочка. 6-я. 7-я. И 8-я. Итак, провязала я 8 убавочек подряд, и остается у нас 8 петелек по кругу. Итак, 9-й ряд я провязываю 8 столбиков без накида по кругу, без прибавок и убавок. Снимаю маркер, провязываю первый столбик и ставлю маркер начала ряда, и дальше 2,
3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот провязала я 9 ряд. Теперь 10 ряд. В 10 ряду я снимаю маркер, провязываю. У нас в 10 ряду все прибавки подряд, то есть 16 столбиков. Но мы будем здесь менять ниточку, поэтому первый столбик я провязываю, первую прибавку я провязываю рыжей пряжей. Первый столбик провязала, второй не до конца в эту же петельку и меняю ниточку на белую. Провязав первую прибавку, я ставлю маркер в первый столбик. Дальше я вяжу, чтобы ниточки не запутались, смотрим. Дальше я вяжу белой пряжей 4 прибавки подряд. Итак, первая прибавочка, вторая, третья и четвертая. Четвертую прибавку я не до конца, меняю ниточку на рыжую. И последние 3 прибавки уже провязываю рыжей пряжей. Раз, 2 и 3. Вот так у нас получается. Значит, и должно получиться у нас в 10 ряду 16 столбиков. 11 ряд. В 11 ряду я буду провязывать 3 столбика прибавка. Так мы должны провязать 4 повторения. И у нас в конце ряда должно получиться 20 столбиков. Но на рыжих петельках я буду вязать рыжей пряжей, на белой белой. Поэтому я снимаю маркер, провязываю первый столбик и ставлю маркер в начало ряда. Второй столбик не до конца. Снимаю не до конца, провязываю уже белой пряжей. Это будет уже второй столбик. И уже белой ниточкой провязываю третий столбик. Дальше прибавка. Опять 1, 2, 3 и прибавка. 1, 2, не до конца, меняю ниточку на рыжую. И 3 и прибавка. Дальше 1, 2, 3 и в конце прибавка. Должно получиться у нас 20 столбиков. Итак, начинаем вязать 12 ряд. В 12 ряду я провязываю уже без прибавок, а просто вяжем так. Провязываю первый столбик, ставлю маркер. Второй не до конца, меняю ниточку на белую. Смотрите, чтобы не стягивала деталь. Это будет 2. Итак, теперь белой пряжей вяжу 1, 2, 3, 4. Провязав 4 столбика, я вяжу мордочку. Делаю накид и вяжу в следующую петельку шишечку, которая состоит из 3 столбиков с накидом. 1, 2 и 3.
3 петельки на крючке провязываю вместе, и в следующую петельку, я провязываю точно такую же шишечку, которая состоит из 3 столбиков с накидом. И дальше до конца ряда я провязываю 1, 2, 3, 4, не до конца, меняю ниточку на рыжую и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 столбиков провязано. Вот. Мордочка должна быть посерединке. Вот таким вот образом. Теперь белую ниточку я уже обрезаю. Она нам уже не понадобится. Можно ее спрятать вовнутрь. И теперь 13 и 14 ряд. 13 и 14 ряд я провязываю по кругу 20 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Давайте так провяжем 2 ряда. Итак, начинаю провязывать. Значит, провязываю 2, 3, 4, 5, 6. Здесь между мордочкой, вот между шишечками провязываю тоже петельку. И вот в конце 20 столбиков без накида. Итак, я уже набила туловище, провязала я 2 ряда. Вот такое туловище получается. Я его сильно не набивала, для того, чтобы можно было посадить игрушку, чтобы она сидела. Вот, и плоская была вот эта вот часть нижняя. И чтобы собачка вот так вот сидела. Не сильно набивайте туловище, чтобы можно было его вот так вот немного придать форму, скажем так. Дальше 15 ряд. В 15 ряду провязываем столбик без накида. Дальше второй столбик без накида, третий и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 4 повторения. 1, 2, 3, убавка. Дальше 1, 2, 3, какой-то брак, не пойму. Дальше убавка. И последнее повторение. 1, 2, 3 и в конце убавка. В конце ряда у нас должно получиться 16 столбиков. 16 столбиков. Дальше на этом этапе давайте вставим глазки. Итак, вставляем глазки между 14 и 13 рядами. От мордочки отступить 2 петелечки. Вот так. И второе.
Итак, вставила я глазки. Теперь следующий ряд, 16. В 16 ряду я буду делать убавки через каждые 2 петли. Провязываю 1, 2, ставлю маркер в первый столбик и в следующую убавка. Опять 1, 2 и убавка. 4 повторения нужно сделать. 1, 2, убавка. 1, 2 и убавка. В конце ряда у нас получается 12 столбиков. 12 столбиков. И следующий ряд давайте набьем немного деталь. Вот. И следующий ряд я провязываю 17. Все 6 убавочек подряд. Я снимаю маркер и провязываю подряд 6 убавок. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Все, теперь по длине немножко ниточку и закрепляю. И давайте еще набьем вот эту вот часть холофайбером. Итак, набила я уже голову, и теперь за полупетельки просто стягиваю деталь. В центр вставляю, ввожу в любое место. Смотрю, чтобы у нас было гладенько здесь. Все, и путаю ниточки. Обрезаю. Вот, поправляю все, чтобы головка была вот такая, мордочка. Вот. Все, и теперь давайте будем вывязывать ушки. Итак, начинаем вывязывать ушки. Вот заканчиваются у нас глазки на серединке. И вот я начинаю, вот присоединяю к следующему ряду по отношению к глаз. Присоединяю крючок и ниточку. Хвостик небольшой оставляю, чтобы можно было зафиксировать удобно. Присоединила. Делаю воздушную. Тут же делаю столбик без накида. Подтягиваю.
Дальше вяжу сюда же полустолбик с накидом. Сюда же столбик с накидом. Две воздушные. Во вторую петлю соединительный столбик, ну, чтобы ушки были остренькие. И теперь делаю накид. И в следующий ряд я присоединяю, провязываю столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида, и отрезаю ниточку и делаю соединительную. Вот так. Поправляю все. И вот такое ушко у нас получается. Второе ушко вяжем симметрично, начиная с верхней части. Вот смотрю, чтобы они были симметричны приблизительно. Присоединяю и провязываю уже с верхней части воздушную, затем столбик без накида, дальше полустолбик с накидом, столбик с накидом, 2 воздушные, во вторую петлю соединительный, пико такое провязываем, и теперь ниже на ряд смотрим, чтобы они были симметричны, провязываем столбик с накидом, полустолбик с накидом. Немного неудобно мне на камеру. Так-то они быстро вяжутся, а на камеру не очень удобно. Полустолбик с накидом, столбик без накида. Вот. И обрезаю ниточку и соединительную. Вот так поправляю все. Вот. Вот такие ушки получаются. Все, давайте спрячем ниточки сзади. Итак, связали мы ушки. Теперь нам нужно сделать утяжку. Утяжка легенькая, очень быстрая. Я беру такую вот плотную ниточку, толстую иголочку. И вот просто быстренько в один глазик, одним стежком. Вот в один глазик. Теперь перехожу на второй внизу. И с обратной стороны вывожу через стежок вот через стежок вывожу на второй глазик. Вот и немножко стягиваю.
Вот так немножко стянула. Вот так. Все, теперь одеваю 2 ниточки. И прячу. И отрезаю. Все. Немножко стянула глазки, чтобы они были более такие, мордочка была более такой плоской. Вот, и теперь давайте будем вышивать бровки, реснички. Итак, вышила я одной ниткой, я вышиваю реснички, бровки и вот перемычку на мордочке. Перемычку я делаю между шишечками, аккуратно приклеиваю ее, чтобы она не двигалась. И носик тоже приклеиваю. Теперь давайте пришьем, вышьем язычок. Язычок я вышиваю красной ниточкой. Теперь смотрите, я вставляю иголочку, а вывожу вот прям под шишечками, вот под шишечками. С одной стороны шишечек небольшой хвостик оставляю, и вот немножко дальше в другой через столбик вывожу уже то же самое место. И оставляю небольшую петельку. Смотрю, чтобы она была хорошо, ну, чтобы как язычок небольшой был. Все. Больше я ничего не делаю. Завязываю на узелок ниточки. И прячу хвостики.
Ну что ж, закончили мы нашу собачку. Вот такая вот корги у нас получилась. Если вам все понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня им говорю пока-пока.